Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом полезной халвы. Почему полезной? Потому что она будет без сахара, в составе только два ингредиента, готовится очень просто, но давайте все по порядку, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал. Итак, что же входит в состав халвы? Это семечки, мед и курага. Но, как вы уже слышали, я сказала, что ингредиентов всего два. Почему? Потому что курагу, в принципе, можно совсем не добавлять. Меда и семечек будет достаточно. Курага – это такой дополнительный ингредиент, который можно заменить на изюм, либо же вообще не заменять. В общем, делайте так, как вам больше нравится. Я просто решила в этот раз добавить курагу. Семечки берем не обжаренные, выкладываем сразу в чашу блендера и взбиваем до состояния крошки максимально, насколько это возможно. Если вы спросите, можно ли приготовить такую халву без блендера, можно, тогда вам придется воспользоваться кофемолкой, но все-таки блендером удобно. Вы сразу все семечки выложили в чашу и буквально 3-4 минуты и халва практически готова. На данном этапе добавляем курагу и взбиваем все вместе снова блендером. Буквально 30 секунд, и этого достаточно. Вот такая масса у нас получилась. При желании можете добавить немножко воды, но если у вас достаточно мощный блендер, он хорошо все взбил, то воду, в принципе, лучше не добавлять. Разница во вкусе будет ощутима, но так как у меня не сильно мощный блендер, довольно старенький, то я все-таки немножко воды добавила. Теперь берем мед. Опять же, я люблю халву не сильно сладкую, поэтому я добавила 2 столовые ложки. Если вам хочется послаже, то можете добавить и 3. Но, как по мне, будет слишком сладко. Если у вас аллергия на мед, можете добавить сахар, но тогда это уже получится менее полезная халва. Хотя домашняя, конечно же, лучше, чем покупная. Вот такая консистенция у нас получилась. Масса довольно плотная, она хорошо собирается в шар, держит форму, не рассыпается. Такой и должна быть наша халва. Теперь берем емкость любую. У меня стеклянная. Для того, чтобы халва хорошо отошла от формы, я просто застилаю ее пищевой пленкой. Равномерно распределяю ее по форме и выкладываю нашу халву. Сначала кажется, что она рассыпается, но ее нужно хорошенько утрамбовать по форме. Просто ложкой слегка придавливайте массу по всей площади формочки и выравнивайте точно так же ложкой. Важно, чтобы не было никаких просветов, чтобы не было воздуха и масса была ровная и гладкая. Вот такая халва у нас должна получиться. Теперь оборачиваем еще раз все пленочкой, чтобы она не обветрилась. И убираем в холодильник на 3-4 часа, можно на ночь, для того, чтобы впоследствии можно было ее без проблем нарезать на кусочки. Если вам не терпится попробовать халву, то уберите ее в холодильник хотя бы на 1 час. И в итоге у вас должна получиться вот такая твердая и упругая халва. Как видите, она совершенно не рассыпается. Держит форму такую, какую мы ей придали. И теперь ее с легкостью можно нарезать на кусочки. Резать можно в произвольном порядке, хоть на кубики, либо просто порционные сразу съедать. Вы даже можете кусочки халвы покрыть шоколадом. Либо просто сверху шоколадной глазурью покрыть, либо же полностью в виде шоколадных конфет. У вас получится халва в шоколаде темперированном. Поверьте, тоже будет очень вкусно. Но тут уже фантазируйте, как вам нравится. Я же даю базовый рецепт, с которым можно работать, как вам хочется. Хоть добавлять орехи, любые другие сухофрукты. Выбирайте, как вам больше нравится. И я все же решила кусочки халвы обернуть пергаментом.
Это не обязательно абсолютно, но мне так больше нравится. Мне чем-то напоминают конфетки. То есть я просто оборачиваю пергаментом и завязываю ленточкой. И в итоге получается такая себе импровизированная конфетка. Как по мне, выглядит довольно симпатично, и это куда лучше, чем какие-либо магазинные неполезные конфетки. Вы, конечно же, можете этого не делать, просто нарежете халву, уберете в емкость герметичную, и тоже будет вкусно. Это совсем не обязательно. Такую халву, конечно же, можно есть во время поста, потому как тут нет ни масла, ни яиц. Довольно полезный продукт, конечно же, в разумных количествах. Не стоит съедать всю тарелку халвы, несмотря на то, что она полезная. Ну, я думаю, вы все сами разберетесь, сколько вам есть. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно поделитесь в комментариях, получилось у вас или нет, как вам на вкус. Мне будет очень приятно почитать. А я еще раз хочу напомнить, что на моем канале видео выходят 2 раза в неделю. По вторникам и пятницам. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выпуски. И жду вас в комментариях. Поделитесь, как вам этот рецепт. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Всем пока!